Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Как всегда, воскресенье, погода на улице прекрасна. И с вами Дэн Стрелков, проект Forex Times. И уже традиционно приглашаю вас стать подписчиком комьюнити Forex Times, в котором вы найдете торговые сигналы, торговые идеи, основанные на волновой теории Ральфа Эллиотта, ежедневные утренние прогнозы на основе данных Чикагской товарной биржи, а также обучение и чат. Причем в чате мы можем с вами с утра до вечера обсуждать те или иные торговые инструменты, которые вас интересуют, искать паттерны для входа в рынок. Собственно, я всегда в чате на связи. Ну, правда, кроме тех моментов, когда ночь, и я отдыхаю. Ну что же, сегодня, как всегда, три торговых инструмента: евро, золото и бонусом франк. Причем франк здесь ключевой торговый инструмент будет, потому как сегодня в бонус я решил включить самый перспективный торговый инструмент на ближайшую неделю, а то и две, а то и три. Вы сами все прекрасно увидите. Ну что ж, начинаем с евро-доллара. И, собственно, первым делом давайте обратим внимание на недельные опционные контракты, а именно очень крупное скопление недельных опционных контрактов, собственно, в виде 436 миллионов долларов. Правда, здесь был небольшой отток на 103 миллиона, но все равно остается достаточно много опционных контрактов. И плюс еще один уровень, на котором отмечается скопление на чуть более полумиллиарда американских долларов. И здесь же находится максимальный открытый интерес по недельным опционным контрактам Call. Зачем я это показываю? Показываю я это для того, что отмечаю два важнейших уровня, от которых может начаться рост. Либо один уровень, либо все-таки мы еще немного вниз, и второй. А вот такая главная идея на ближайшую неделю, а может быть и две. И почему же, друзья, мне очень нравится рост. Опять же, это связано с данными Чикагской товарной биржи, и вы можете посмотреть. Давайте сначала отметим скопление опционных контрактов Call и Put. Собственно, посмотрите, пожалуйста, внизу вы видите скопление опционных контрактов Put, а наверху скопление опционных контрактов Call. Прошу прощения, не так, вот отсюда надо брать, вот так вот у нас скопление опционных контрактов Call. И если мы начнем считать, то я думаю, что тут не стоит этого делать, потому что я вам по 300 миллионов опционных контрактов найду достаточно много. Здесь 400, здесь еще 300, собственно, вот еще 300, ну и так далее и тому подобное. То есть на пару миллиардов долларов опционных контрактов Call я вам найду, но это не самый главный уровень. Самый главный уровень, или, скажем, небольшой диапазон, это 1.1850, 1.1860. Вот этот диапазон, где находится скопление опционных контрактов Call на сумму миллиард 184 миллиона, также 241 миллион, 119, 121 и 102 миллиона, и небольшой отток на 285 миллионов. Ну, можно зачеркнуть вот эти скопление опционных контрактов, но у нас все равно, друзья, остается скопление опционных контрактов на 1,5 миллиарда долларов. И есть еще две небольшие подсказки. Видите, 536 миллионов долларов опционных контрактов Put и 433 дополнительных миллиона долларов опционных контрактов Call. Так вот, данное скопление уже ценою протестировано. А вот сюда цене бы очень было бы неплохо сходить. И поэтому, друзья, здесь ближайший, скажем, диапазон целевой — это 1.1850, 1.1860. От текущей цены это примерно 440 пунктов. Но я так предполагаю, что фондовый американский рынок, но с большой вероятностью сильно расти в ближайшее будущее не будет из-за того, что натворил с Ираном президент США, и поэтому рост евро с большой вероятностью мы увидим от уровня 1.1250.
Но не факт, опять же, не факт, и даже профессионалы на Чикаго решили подстраховаться. Решили выставить опционные контракты put на уровне 1.14 и 1.1250. Если цена пробьет 1.14, полетит к 1.1250, тогда они будут входить в рынок фьючерсными контрактами на покупку именно от уровня 1.1250. Золото, друзья. По золоту есть некоторые мнения на покупку, есть некоторые мнения на продажу. Собственно, давайте начнем с мнения на покупку, которое мне не очень нравится, но мимо него пройти невозможно. Это, конечно же, тот факт, что сюда можно, в принципе, запросто накрутить начальный диагональный треугольник, если очень захотеть. Если очень захотеть, можно, как говорится, все заполучить. Хотя, в принципе, мне не очень нравятся вот эти две волны. Они абсолютно разные. Здесь с большой вероятностью у нас импульс, а здесь зигзаг. Но все равно, чисто для покупателей, друзья, если очень хочется покупать, то вот вам начальный диагональный треугольник, после чего мы ожидаем коррекцию и продолжение роста. И вот тут маленький момент. Коррекцию, которая в данный момент вот здесь, где я отметил, не закончилась с большой вероятностью, потому что вы сейчас сами все поймете, потому что вы все это сами прекрасно знаете. Вы прекрасно знаете, что после импульса и коррекции нас ждет импульс. Так вот, если у нас была начальная диагональ, то после коррекции нас ждет импульс. Ну, накрутите мне, друзья, вот сюда импульс. Я думаю, никто не осмелится утверждать, что здесь у нас восходящий импульс. Ну, конечно, нет. Поэтому в данный момент мы по-прежнему ждем продолжения снижения. И продолжение снижения, я думаю, как минимум к уровню нижней границы диапазона прибыли маркетмейкера, это будет примерно уровень 4.920, может быть 4.900, прошу прощения, да, 4.920, может быть 4.916, 4.917, там все очень-очень рядышком, но пускай будет 4.920. Это первый вариант для тех, кто хочет покупать. В любом случае, в данный момент, скорее всего, покупок не будет, потому что для завершения коррекции необходимо обновление минимального значения. Его в данный момент еще не произошло, необходимо обновить, и только после этого получить импульс восходящий, коррекцию, и можно будет выставлять отложенные ордера buy stop. А вот для тех, кто хочет продавать, в принципе, да, если вы вошли в рынок на продажу, вы можете подержать. И здесь такой момент, что первое, максимально открытый интерес по месячным опционным контрактам. Put находится достаточно далеко внизу, на уровне 4500. Здесь же, в принципе, достаточно свеженькие скопления опционных контрактов put, достаточно неплохие. Нет, конечно, наверху есть скопления опционных контрактов call, они там всегда есть, потому что геополитическая ситуация на нашей планете Земля, она в последние годы остается крайне напряженной, и я не думаю, что инвесторы вдруг начнут резко избавляться от золота, тем более страны, такие, скажем, как Китай, который являлся чуть ли не основным приобретателем золота в последние годы, он вдруг начнет избавляться от него. Зачем на самом деле? Вот, и поэтому для тех, кто продает, целевой уровень 4500, в принципе, достаточно реальная цель. Более того, друзья, профессионалы переписали максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам call, которые являются в основном уровнем сопротивления вниз под цену. Это очень интересный момент, и когда цена этот уровень пробьет, надо будет посмотреть, что они будут делать дальше и на какой уровень они будут переписывать свои ожидания. Это очень важно. Поэтому золото в любом случае, даже для тех, кто покупает или для тех, кто продает, увидеть уровень 4.920, ну,
С огромной вероятностью это случится, друзья, случится. И теперь франк. Почему я про франк сказал, что это наиболее перспективный торговый инструмент? Здесь достаточно несложная логика, а именно логика продажи. Но сначала я должен оговориться, что у нас глобальная идея – это покупка, так как все-таки на падении торгового инструмента у нас с большой вероятностью образовался треугольник, а треугольник является предпоследней волной. Значит, в данный момент мы находимся в последней волне, и глобальный разворот в направлении средней линии треугольника – это прям основной план такой на ближайшие месяцы. Но всегда стоит вопрос, а закончилось ли падение? И я считаю, что падение еще не закончилось. Более того, также считают профессиональные участники Чикагской товарной биржи. И почему? Дело в том, что, друзья, что если мы хотим с вами начать расти, нам нужен импульс. Мы не будем расти на зигзагах, потому что рост на зигзагах крайне ограничен. Это просто двойным зигзагом, собственно, W, X, Y, все. Рост ограничен двойным зигзагом, дальше разворот вниз. Дальше никаких вариантов не бывает. И если мы должны начать расти с импульса, то давайте, друзья, сыграем в интересную игру. Я очень ее люблю. А накрути ко мне вот сюда импульс называется. И кто сможет накрутить тому пирожок с капустой? Потому что есть очень большая проблема. Мы расти начали с зигзага. Это очень большая проблема. И эта проблема усугубляется тем, что здесь в обычном понимании импульс найти невозможно. Вы знаете три вида импульса, как я называю: выстрел из пушки, либо классическая пятиволновая структура, либо диагональный треугольник, начальный. Либо классический, либо расширенный. Больше не существует видов импульса. Вот смотрите, вот здесь выстрел из пушки есть? Ну, конечно, нету. Выстрел из пушки – это импульс без откатов. Здесь сплошные коррекции. Пятиволновая структура здесь есть? Нету, потому что в пятиволновой структуре есть два основных правила. Потенциальная четвертая волна, прошу прощения, не может поглощать максимум первой волны, и третья волна, вот эта, она должна быть не самой маленькой. Но у нас проблема с вами. Если взять, допустить, что это первая волна, то она поглощается вот этой потенциальной четвертой волной, вы прекрасно видите. А следовательно, остается диагональный треугольник. Ну и давайте сюда диагональный треугольник натянем. И казалось бы, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Да, на это не обращайте внимания. Самое главное, что данная коррекция не обновила минимум волны номер 2. То есть здесь мы уходим на волну номер 3. Вполне естественное движение. И, друзья, кажется, как красиво, да, красиво, но есть правило. У начальных диагональных треугольников первая волна должна быть больше третьей, третья больше пятой, вторая больше четвертой. Ну, давайте проверим. Вторая больше четвертой, да, действительно. Третья больше первой, великолепно. Только проблема. Прошу прощения, третья больше пятой, но есть проблема. Третья больше первой. И это проблема. Третья волна не может быть больше первой, а она больше, я посчитал. Собственно, вот и все. Мы проверили с вами три варианта импульсов, ни один не подходит. Это первый момент. А теперь мы с вами откроем месячные опционные контракты и сыграем еще в одну игру. Она называется «Винни-Пух и мед». Предположим, что цена – это Винни-Пух, а опционные контракты – это мед. Собственно, Винни-Пух у нас здесь. Вот здесь у нас находятся опционные контракты Call, а вот здесь находятся опционные контракты Put. Друзья, я посчитал. Опционных контрактов Put чуть более чем 700 миллионов долларов. Опционные контракты Call можно без калькулятора посчитать. Ну, собственно, вы все прекрасно видите. 23,5 миллиона плюс 1,9 миллиона. Получается 25
миллионов 200 тысяч долларов. Итак, 25 миллионов 200 тысяч долларов или 700 миллионов. И какой бы Винни-Пух не был тупой, и какие бы у него вместо мозгов не были опилки, но он прекрасно знает, как выглядит мед, как он пахнет и как его кушать. Поэтому с очень большой вероятностью, друзья, мы увидим, разумеется, снижение в направлении крупного скопления опционных контрактов в пут на сумму чуть более 700 миллионов. И целевой уровень, насколько я понимаю, в данный момент более актуальный, это уровень 0,74. Хотя, в принципе, уровень скопления опционных контрактов в put на... Сейчас я вам покажу. Это очень интересно. Здесь 350 миллионов долларов. Здесь 46 миллионов, здесь 48 миллионов, и здесь 263 миллиона долларов. И небольшая подсказка. 116 миллионов долларов, и здесь еще 97 и 114 миллионов долларов. Друзья, здесь в небольшом диапазоне находится порядка полумиллиарда американских долларов США в опционных контрактах в put. И это уровень 0,7450-0,75. Так вот, до этого диапазона 430 пунктов. А теперь внимание. Если я предполагаю и действительно обоснованно предполагаю снижение данного торгового инструмента, то вы знаете, что корреляция между евро и франком очень сильно отрицательная. То есть это два торговых инструмента, которые ходят практически зеркально. Поэтому, если я предполагаю падение франка и падение его порядка там на 430 пунктов, то вот давайте с вами просто посмотрим, сколько до потенциального диапазона целевого по евро от текущей цены. Вот у нас диапазон 1.1850, 1.1860. Опа! 430 пунктов, друзья. 430 пунктов. Поэтому, как я уже сказал, евро может рвануть вверх в любой момент. Но, однако, между любым моментом и не любым моментом все-таки 150 пунктов. Потому что текущая цена на уровне 436 миллионов, правда, с оттоком в 103 миллиона долларов, но внизу полмиллиарда долларов и максимально открытый интерес по недельным опционным контрактам put. То есть, в принципе, вот как я уже изображал таким образом. Значит, по франку цена может рвануть вниз либо от текущей цены, либо еще вырасти на пунктов 60, 70, 100 и потом развернуться. Но если вы прекрасно знаете, что такое элементарные основы математики управления капиталом, вы можете уже прямо сейчас входить в рынок, выставляя отложенные ордера лесенкой с обязательным стоп-лоссом и с обязательным расчетом лота, то есть объема вашего ордера, исходя из размера стоп-лосса и риска. А риск – это процент от баланса торгового вашего счета. Вот, друзья, собственно, почему я рассказал про франк сегодня. Это самый на ближайшую неделю-две, самый потенциально очень хороший торговый инструмент, с которого можно снять примерно, если рисковать, 1% от баланса торгового счета, можно постараться заработать около 15%. То есть с одного торгового инструмента. Я не буду вам рассказывать все ордера, как я их буду выставлять. Вы приходите в комьюнити Forex Times, и я там вам все расскажу, покажу, ну и тем более все выставленные мною ордера являются торговыми сигналами. И в канале с торговыми сигналами, разумеется, вы их увидите. Ну а также в канале с прогнозами и в чате мы это еще не раз обсудим. Это уж поверьте мне. Более того, если вы знаете такого американского брокера Оанда, очень крупный американский брокер, то вы можете зайти на его сайт, и там есть информация, там есть таблица, прошу прощения, и там на сайте есть информация, которая показывает прибыль и убыток покупателей и продавцов, а также показывает
лимитные ордера покупателей и продавцов и стоп-лоссы покупателей и продавцов, где они выставлены скопления. Так вот, маленькая подсказка. По данному торговому инструменту американский доллар против швейцарского франка выше текущей цены огромные убытки покупателей, а ниже текущей цены. А я вам давайте нарисую буквально минуту вашего внимания, как это будет выглядеть. Сейчас я вам даже изображу вертикальную черту здесь поставлю и горизонтальную вот здесь. Вот смотрите, справа у нас покупатели, а слева продавцы. Следовательно, вот текущая цена. Здесь огромные убытки покупателей и достаточно большой прибыль покупателей. А слева, вот сверху прибыль продавцов, снизу убытки. Так вот, прибыль продавцов маленькая, и убытки тоже очень маленькие. То есть логика в чем? Если цена по данному торговому инструменту начнет расти, то толпа свои огромные убытки превратит в огромную прибыль. В тот самый момент, когда продавцы свою маленькую прибыль превратят в маленькие убытки, то есть толпа заработает много-много денег. Вопрос, а когда это у нас рынок дарил бабки толпе, правильно, друзья? Да почти никогда. Но если цена этого инструмента упадет вниз, то данная прибыль покупателей подключится сюда, то есть прибавится к огромным убыткам их, и их убытки станут еще больше. А маленький убыток продавцов станет их маленькой прибылью. О, вот теперь логика нормальная. То есть рынок заберет деньги у покупателей и немножечко даст продавцам, но все остальное он заберет себе. И вот эта логика мне очень нравится. Так что вот вам маленькая подсказка. Если вы знаете такого брокера, можете у них на сайте найти эту информацию. А если вы придете в комьюнити Forex Times, я вам дам полную инструкцию, как пользоваться этой информацией, как отслеживать всю эту информацию. Плюс дам вам ссылку на страницу своего сайта, где вы еще и найдете всю эту информацию. Поэтому приходите в комьюнити Forex Times, вы никогда не пожалеете. Вы получите такую информацию полезную, что вы будете видеть вероятное движение торгового инструмента, вы будете видеть цели торгового инструмента, и все это будет научно обосновано, а не просто пальцем в небо. Спасибо большое, друзья. С вами был Дэн Стрелков, проект Forex Times. Всем пока-пока.